Ну, я так скажу, жизнь как у картошки. Не съедят, так посадят. Родом из деревни. В 59 году мама привезла меня учиться в школу в Иркутск. Кончил 10 классов. В армию пошел служить. Служил в морской, сначала в спорtroте, а потом в морской пехоте перевели. Ну, и с этого момента все началось. Тюрьмы, лагеря. Жить хотел для себя. Женат был в 70-х годах. Сын, дочь были. Сейчас никого не стало. Все хотел для себя пожить. А ни для себя не пожил, ни для родителей, ни для жены, ни для детей. Жизнь впустую прошла. Вот так как-то. 30 лет отсиженных, 30 с лишним. Все режимы усиленные, строгие, особые, крытые, мытые, все подряд. Все прошло. Лагеря, 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 лагеря. В Иркутске, ну, нет таких зон, на которых я не был. Всю жизнь, и сознательную жизнь, и несознательную, трудился, работал. Выходил на УДО, обратно в тюрьму, обратно садился. 40 такие были, 8-12 лет. В основном 4 раза по 8, один раз 3 года. Самый маленький срок был. Ну ничего, хорошей жизни о себе рассказать не могу. Жизнь тяжелая. Ну, а для этой жизни я сам докатился. Сам виноват. Все, и семья была, все было. Все потерял. Одного деда еще в 73 году похоронил, и все. Маму, папу, дедушку, бабушку, дядьку. Никого не похоронил. Ни сына, ни дочь. И никого сейчас не осталось. Брат, да и то уже. Чужой человек роднее, чем родной брат. Я хотел из жизни уйти вообще. Меня девчонка с собакой спасла. Очухался я только в больнице. Я вены себе перерезал. Ну, не хотел жить. Уйти из жизни хотел. Но один человек мне сказал, говорит, езжай в Троицкий монастырь, там батюшка Алексей поможет. И батюшку Калинику, адрес был у меня. Я поехал туда, в Бурятию. Ну, вот там как-то на ноги стал более-менее. Паспорт мне сделал батюшка Алексей. Вот, и пошел по монастырям. Там поработаешь, там поживешь. А сюда идут не то, что к Господу тянутся. Жить негде. Люди-то в основном из-за этого идут. Разве у человека, если бы была бы квартира, была бы семья, разве он пошел бы сюда? Конечно, нет. Так же у меня. Мне дал толчок батюшка Алексей, много чего рассказал о Господе. А до всего остального ты сам дойдешь, говорит. И как примешь Господа, так в тебе Он и будет. Много врут, наш брат. Вроде молятся, крестятся, а в душе пустота. Вот спроси меня, верю я в Господа? Верю?
50/50. И батюшка говорил. Значит, я еще не дошел до этого, чтобы полностью в Господу верить. Знаешь, что-то есть, а что? Мирское сильно тянет меня. Мир. Что именно? Суета вот это вот. Вот эта суета. Она хоть бесполезна, суета, но она нас с РДП учила: Господа нету, Бога нету, утопия. 50 лет меня это учили этому, что ничего нету. А тут сразу не воспримешь Господа близко к сердцу. Но верю, стараюсь верить. Верю, как могу. Батюшка Алексей мне говорит, не обязательно знать каноны, молитвы знать. Надо просто верить, сердцем верить. Не разумом, сердцем. Смотрю, вот ходят, молятся, исповедуются. Вот. И тут же грешат. Как-то не соответствует. Сейчас пришел, исповедовался, покаялся. Все. На следующий день снова идет, кается, исповедуется. Еще по одному, одно по одному. Что может столько грехов? Ну, я, между прочим, вас чище перед Господом. Потому что 8 числа в честь Олега Святого меня крестили в том году. 8 ноября. В честь Олега Святого крестили. Батюшка Олег меня крестил, и меня звать Олег. Это как 3 в одном. 3 в одном. Так-то хорошие люди попадаются, батюшки хорошие, отцы хорошие попадаются. Не все, но попадают. Ко мне относятся хорошо, и я отношусь хорошо. А ко мне, если никак не относятся, я никак не отношусь. Я с людьми хорошо схожусь, легко. Если человек понравился, и расставаться тяжело с ним. У меня руки есть, строить могу, дома строить, гусаркой занимаюсь, столер хороший, нарды, шахматы, кухонные наборы режу, стулья, столы, ну все делаю. Просто нету места, где работать. Ну и толчок нужен. Толчок связан с финансами. Были бы финансы, можно было от чего-то оттолкнуться. Была бы работа, я бы, конечно, пошел бы, работал бы. Но уже не та работа, которую я мог выполнять. Здоровье уже не то. Так хотя бы сторожем или столером устроиться где-нибудь. Ходил и спрашивал, интересовался. Пока не получается. То, говорят, лет много, инвалидность, тюрьма, бывший сиделец, доверия мало. А, между прочим, в тюрьмах честности больше, чем здесь, на свободе. Больше честности. Там ты не смеешь соврать, за тебя за это спросят. Здесь ты можешь соврать, как-то увернуться. А там вранье не прощается в лагерях. Соврал, за это ты ответишь. Если кто-то по твоей вине
не на те грабли наступил. Ну, конечно, и много есть и несправедливости. Много несправедливости было со стороны администрации. Очень много со стороны администрации. Но она не своими руками, а руками наших заключенных. Люди же все разные. Кто хочет на УДО пораньше, кто по спинам идет на это УДО, по живым спинам. Кто руками зарабатывает УДО, трудится. Особенно в 2000-е годы на тюрьмах тяжело было со стороны администрации. Пресс-хаты. Забивали, током пытали. Было такое. Это я все видел. И хорошее видел, и плохое видел. Но все равно в зонах честности больше, чем здесь. А так-то у нас в миру две зоны. Человек, где сидит, зона-то там, за преступление. А здесь очень большая зона. Бывший Советский Союз. Это тоже зона большая. Свои законы. Что там свои законы в лагерях. Что в Севдепии законы. Что сейчас при Путине тоже законы. Да вся жизнь смешная. Вся жизнь смешная. Из курьезов. И смешных, и чего только не было за 30 с лишним лет. Я первый раз день рождения хорошо справил. Это на усиленном режиме. Барак. Одна половина такая, другая наша половина. Мужицкая. Работяги все. Столы накрывают, и мне 26 лет исполнялось. У нас больше 100 человек гуляло. И водка была, и все было. ДПНК зашел, меня поздравил с днем рождения. Ну, чтобы тихо было. Все было тихо, танцевали, пели. Все прекрасно было. Но это 80-е годы было. Начало 80-х годов. Ну, а потом началось курьезы. Когда я вышел в 2014 году, 9 декабря, а погода такая, еду на троллейбусе, и погода такая, ну, снежок идет. И так одиноко стало. Как будто в этом мире я один. Никому не нужен вообще. Хотя еду к брату. Ехал к брату. А такая тоска взяла. В зоне как-то... Ну, я, может, я родился в этой зоне. Все меня знают. Уважение там. И даже со стороны администрации. Сколько раз меня отпускали на УДО, на условно-досрочное освобождение. И из-за рук все моих, вот, мозоли. Делал корабли, делал, сувенир корабли, нарды, шахматы, иконы резал, оклады делал на иконы, панно знаете, картины. Вот примерно взять в рамку, сфотографировал, я перевожу это и по дереву все это вырезаю, дом, деревья, коней, лошадей, там, ну все подряд. У нас хозяин, таран был такой, на 19-й зоне. Он смотрит на руки, вот человек попался с выбивкой, к нему приводят, ну-ка покажи мне руки. Спать, завтра на работу, чтобы пошел. Все. А у другого чистые руки, помытые, мозолей нету, в изолятор, 15 суток, все. Честности больше, справедливости больше. Если ты мужик,
так тебе соответственно отношение к ей, как к мужику, как к работяге. Никогда тебе, если тебе тяжело, арестанты старые помогут тебе. Переобращать только не надо с работягами. Почаще хвалите. Потому что рабочему человеку, когда похвалят, как-то в душе приподнимается. Пусть даже плохо он сделал. Да ты соври ему, скажи, ну нормально получилось. Ну вот, а вот так бы получше было, ой, так бы еще лучше было. И человек будет стараться. Похитрее надо быть. Но эта хитрость тоже сильно показывать не надо. Чтобы человек, который работает, он не понял, что. Ну, что так хвалит, ну, что нормально. Так в следующий раз он будет еще лучше стараться сделать. Деревяшку так приколотить, чтобы ни одного гвоздя видно не было, что заколоченное. Нервы расшатаны, сильно расшатаны нервы. Это я сейчас спокойно стал. Уже третий год на воле. Отметки закончился. Кончилось у меня УДО. Все хорошо у меня. А так у меня полгода, и я снова там. Несдержанность. Нет, в бутылочку заглядывал. Сейчас с этим прекратил. Из-за этого, может, и держусь сейчас на воле. Человеком остаться. Самое главное человеком остаться, не скуриться. А что это значит конкретно? Работай, не воруй, не тащи у близких, не обманывай. Живи по тем законам, которые стоят в воровском мире. Если ты в воровском мире живешь, значит, по воровским законам ты должен жить. Мне везде нормально. Человеком, если остался, а человек всегда проживет. Мужик есть мужик, работяга есть работяга. Ему без разницы, лишь бы работа была. А кто работать не хочет, ну, конечно, ему тяжело. И там тяжело, и там тяжело. Кто в карты играет. Я вот хорошо играю в нарды. Но со мной в нарды никто не хочет играть. Потому что бесполезно со мной в нарды играть. Я очень хорошо играю в нарды. Сейчас в 80-м году научился. В общем, в 79-м году научился. Да мне, знаете, Господь прогулы ставит мне уже. Мне уже поздно за соломинку хвататься. Устал я от всего. Вроде хочешь что-то сделать, вроде и деньги были, все. Возьмешься за то, не получается, возьмешься за то, не получается. Кто-то тебя хочет обмануть, на кого-то понадеешься. Он близкий, знакомый, кидает с деньгами. Все заново начинается. Бестолковая жизнь прошла. Впустую. Назад посмотришь, темнота всего лишь. Ничего светлого нету. А если что-то и было светлое, все перечеркнут. Сами себе эту жизнь создаем.
Не знаю, если можно было вернуть назад бы, не знаю, получилось бы или нет, по-другому прожить всю жизнь. Но ничего в этой жизни я ничего хорошего не сделал. И для себя не пожил, ни для родителей, ни для семьи, ни для кого. Просто прошла жизнь. Готовиться надо к Всевышнему. Белые тапочки заказать, дровишки есть. Ну а если бы была возможность у тебя, что бы ты сделал иначе? По-другому. Скорее всего, с первой женой сошелся бы. Жена у меня красивая, хорошая. И знаете, такого походит на Анну Герман. Копия Анны Герман. Рязанова Татьяна была такая. А так в жизни много хороших людей попадалось. Но я не мог жить просто. Не приспособлен был к семейной жизни. Хотел хорошо жить, хорошо выглядеть. А жил плохо. Плохо жил, честно сказать. Но это заберу. А это возьмите. О, и вам спасибо. Я тоже нет, привираю. Я не совсем вру, но так приукрашу, чтобы более-менее интересно было слушать. Всю правду матушку уже не расскажешь. Что-то там должно остаться за кормах-то.